Эту историю, которая по сей день не выходит у меня из головы, рассказал мне мой армейский друг Саник, а ему его бабка с дедом. Было это очень давно, когда еще его бабушка с дедом были молодыми и растили своих ребятишек. Жили они в деревне в Волгоградской области. А напротив них жили соседи, молодая семья Андрей и Люба. Хорошие были люди, добрые, порядочные, и в колхозе были ударниками труда и победителями соревнований. Был у них годовалый сынок, красивый и шустрый мальчуган Коля. В январе месяце молодая семья решила съездить в соседнее село, навестить своих родственников. Выехали они заранее с утра, чтобы побыть там день, а к вечеру вернуться и успеть накормить свою домашнюю скотину. Но, как это часто бывает в гостях, время летит быстро, так получилось и у них. Выехав в дорогу, уже стемнело, а дорога домой лежала через лес. Стояли январские морозы, и Андрей, заботливо укутав свою жену с сыном толстым покрывалом, лихо погнал своего коня в сторону дома. На небе светила луна, и ночной лес весь блестел, как в серебре под ее светом. Люба тоже ехала в санях, крепко обняв своего сына, и любовалась зимним ночным лесом под светом луны. Неожиданно бодро бежавший конь резко встал, начал крутить ушами и фыркать, а после чего рванул с места с бешеной скоростью. Андрей сразу догадался, в чем дело, и, крепко держась одной рукой за сани, стал оборачиваться, чтобы увидеть причину дикого испуга его коня. И вот спустя некоторое время он увидел стаю волков, преследующих их на большой скорости. Стая бежала вначале вместе, а потом разделилась и уже бежала двумя группами по обоим сторонам дороги вдоль леса. Андрей усердно хлестал и гнал своего коня, но все это было бесполезно, серые хищники уверенно догоняли их. Он еще раз оглянулся назад и увидел, что волки почти догнали их, и, посмотрев на Любу и их испуганного сынка, крикнул: «Люба, бросай Колю, нам не спастись!» «Ты что?» — со слезами завопила Люба. «Бросай, кому говорю!» «Я не могу!» — кричала Люба. «Бросай!» — сказал еще Радим, «иначе все тут погибнем!» — истерично кричал Андрей на свою жену. Люба, рыдая навзрыд, обняла и поцеловала испуганного и ничего не понимающего сына в последний раз и сбросила его из саней. Виляя из стороны в сторону по непрямой лесной дороге, Андрей вновь оглянулся назад и не увидел больше своих преследователей, а лишь свою жену, сидевшую сзади и горько рыдавшую. В деревне не сразу заметили пропажу мальчика, а когда начали спрашивать соседки, где ваш Коля, у Любы, та не выдержала и, заливаясь слезами, рассказала о ночном приключении. По деревне пошел гул с осуждениями своих односельчан. Наутро Любу нашли повешенной в сарае. Не выдержала горя и покончила с собой. Андрей скрылся из деревни, и больше про него никто не слышал. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.